Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Модный марафон традиционно стартует с показов в рамках недели моды в Нью-Йорке, где с презентацией новых коллекций выступают не только местные дизайнеры, но также модельеры из других, даже самых удаленных частей света. Именно здесь происходит первое знакомство с основными модными тенденциями сезона, которые сегодня и определяют для нас главные тренды весна-лето 2023. Во всяком случае, несколько достойных внимания точно есть. Поэтому, мои дорогие зрители, хочу предложить вам прямо сейчас, отложив в сторону бесконечные хлопоты и суету, окунуться в мир моды и красоты. И пока я буду раскладывать все по полочкам и рассуждать о стильных фишках, вы можете побаловать себя чашечкой ароматного кофе или горячего чая. Но только без плюшек, ведь впереди пляжный сезон. Тренд номер 1 – смелые оттенки неона, без которых уже невозможно представить нью-йоркские показы. Хочу заметить, неделя моды в Большом Яблоке началась и так достаточно ярко, причем во всех смыслах. Во-первых, старт ей дал дебют предсезонной коллекции итальянского бренда Fendi, показы которого обычно проходят в Милане. То тут, то там на подиуме возникали вспышки ярко-желтого, кислотного зеленого и лазурного. В стремлении к яркости именитый дом поддержали другие марки, среди которых были и соотечественники. Например, Марни. В этом сезоне креативный директор Франческо Руссо тоже решил сменить локацию и выбрал Нью-Йорк. В общем, друзья, как мы видим, лучезарный неон, который пару сезонов назад казался нам чем-то эфемерным, по-прежнему с нами. Но, возможно, оно и к лучшему. Дофаминовый гардероб на весну никто еще не отменял. Тренд номер 2 – золото и серебро. На это модное направление крайне сложно было не обратить внимания. Сиять при помощи эффектного наряда предлагают Том Форд, Альтазара, Тори Бёрч, Брентон Максвелл. Если в предыдущих линейках команды популярных марок чаще покрывали блеском аксессуары, то теперь драгоценные металлы разливаются по корсетам, тренчам, костюмам и платьям. Заданную тему органично обыграли в модных образах на шоу Габриэла Хёрст. Там золото вообще стало доминирующим мотивом. Теперь хрупкую и нежную барышню от любых невзгод смогут защитить золотые доспехи. Бахрома. Тренд-долгожитель, который уже давно и успешно сопровождает как изысканные вечерние наряды, так и более простую повседневную одежду. Динамичная богемная бахрома отметилась во многих коллекциях, но наиболее зрелищно получилось представить этот модный элемент дизайнерам брендов Майкл Корс, Уlla Джонсон, Проэнза Скулер. Длинные тонкие нити не только украшают подол юбки или бра-топ, но и заменяют иногда рукава на рубашках, жакетах, трикотажной одежде, представляя всем знакомый декор в новой трактовке. Вязаные наряды и ажурное плетение кроше. Стоит заметить, друзья, сезон весна-лето 2023 не лишен в модных ансамблях романтизма. Одни из главных игроков на фэшн-арене – Каролина Эррера, Уlla Джонсон, Габриэла Хёрст – решили сконцентрировать внимание на женственности. И помогло им в этом рукодельное творчество. Платья, топы, костюмы, юбки и брюки, созданные руками искусной мастерицы, идеально подчеркнут нежность образа и уникальную красоту. Брючный костюм. Он стал фаворитом у многих брендов. Казалось бы, сколько всего уже было сказано и показано в отношении брючных комплектов. Но все равно дизайнерам удается заново переосмыслить и предложить их новые версии на подиуме. Кстати, американские марки всегда славились наличием в своих коллекциях большого количества подобных нарядов. Такой арсенал для любой бизнес-леди носить не переносить. Немало новинок, к примеру, презентовал Майкл Корс. В брючном костюме можно хоть в офис, хоть на особое мероприятие. Стоит лишь модный ансамбль дополнить романтической блузой, строгой рубашкой или смелым бра-топом. А можно остановить свой выбор на более расслабленном крое или ярких оттенках. Костюмы даже украсили принты. Дизайнеры укоротили жакеты, сделали низкую посадку у брюк, предложили асимметричную застежку. Одни направили акцент на талию, а другие показали объемные варианты для поклонников стиля оверсайз.
длинное платье. Став топовым трендом еще в прошлом сезоне, этой весной Макси продолжает набирать очки популярности и уверенно занимает одну из главных позиций на модном подиуме, поделив пьедестал с дерзким мини. Очень роскошно смотрятся модные образы под маркой Carolina Herrera. Пышный низ, флористические мотивы – это действительно чувственно и красиво. Правда, наряды не назовешь практичными, они скорее на выход. А вот в коллекции Альтузара предложили несколько более приземленных повседневных фасонов, среди которых я отмечу очаровательные платья с узором тай-дай. Не менее хороши трикотажные макси с цветными вязаными вставками под маркой Gabriela Hearst. Бельевой стиль, а также смелая прозрачность. Многие модницы, следуя популярным трендам, уже дружно переоделись в корсеты, комбинации, боди и кружевные топы-бра. Нынче это стильно, как утверждают дизайнеры, носить свое нижнее белье на показ. Например, под прозрачной сеткой и даже вместо юбки, брюк или платья. Это доказывают как минимум коллекции Tory Burch, Jason Wu и Tom Ford, где нам рекомендуют не прятать изящную фигуру под плотным слоем одежды. Модный принт. Традиционно в теплом сезоне пальму первенства получают цветочные мотивы. Яркий, сочный, колоритный узор в виде мелких или крупных бутонов украшает наряды под маркой Carolina Herrera. У модного дома Альтузара в приоритете названный мною ранее рисунок в технике тай-дай. А креативный директор бренда Coach Стюарт Веверс отдает предпочтение аккуратной клетке виши. Не забыли дизайнеры уделить внимание полосатому принту. Но если Уэс Гордон сделает ставку на элегантное и респектабельное черно-белое сочетание, то Ральф Лорен собрал в разноцветном узоре все самые яркие краски. На мой взгляд, друзья, представленные на неделе моды в Нью-Йорке коллекции получились максимально разнообразными. На подиуме были и уже знакомые тренды, и модные новинки. Много или мало – решать вам. В любом случае, наш гардероб на теплый сезон без обновок точно не останется. Всем от души спасибо, что смотрите мои видео, благодарю за лайки и неравнодушные комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Хорошего дня, красоты, больше добрых открытых улыбок и только светлого, позитивного, солнечного настроения.